Здравствуйте, уважаемые подписчики, друзья канала, а также просто автолюбители. Как известно, за что бы ни брались индийцы, всегда получается кино с танцами на половину фильма. Но, как оказалось, и в Индии могут делать отличные машины с креативным дизайном. Сегодняшним объектом нашего обзора стал новенький Tata HBX. Кроссовер, который дизайном реально доставляет эстетически футуристическое удовольствие. О модели мало что известно, но мы попытались сделать максимально информативную выжимку для вас. Глянем подробнее на этого индийца. Но прежде чем начать, предлагаю оценить большую коллекцию обзоров на нашем канале. Ссылку на самые популярные модели вы сейчас видите на экране. Переходя к внешнему виду, мы не зря упомянули футуристичность. Рендеры действительно внушали надежду, что вот он киберпанк нашей мечты. Но на выставке в Нью-Дели оказалось все чуть скромнее. Но тем не менее дизайн и правда классный. Размеры HBX слада 4х4, длина составляет всего 3860 мм, высота 1755 мм и ширина 1523 мм, а колесная база 2445 мм. Внутри 3 двери. Диски из легких сплавов. Пока представлены только две расцветки – под хром и просто черный. Передок мощный, как скулы Дольфа Лундгрена. На мощном бампере базируются тонкие светодиодные фары, чуть ниже по бокам расположились мощные двойные фары дальнего света и поворотники, а еще ниже противотуманки, которые будут опциональными, то есть не в базовой комплектации. Бампер имеет две ниши с решетками черного цвета. Люк бензобака слева. В принципе, боковины стандартные, ни порожков, ни углублений. Пресновато. Задняя часть мощная. Насколько это можно иметь в виду в плане небольшого кроссовера. Дверка багажника занимает почти все место. Посередине по бокам расположились поворотники, габаритные и стопорные огни. Все в одной рамке. Бампер небольшой, с маленькими декоративными отверстиями по всей длине. Но теперь заглянем в салон, а там два индуса. Шутка юмора. На самом деле интерьер впечатляет. Руль справа, что довольно привычно для Индии, но непривычно для сегмента СНГ и Европы. Приборная панель аналоговая, мультимедийный руль стильный, посередине расположен небольшой тачскрин-экран, а под ним два отверстия для кондиционирования салона. Селектор КПП выполнен в форме стандартного рычага, который расположен ближе к передней части. Ну а теперь глянем, что у нас под капотом в Tata HBX. Вопреки ожиданиям, там не два индуса крутят педали. Там у нас знак вопроса, так как сначала предполагалось, что базироваться кросс будет на бензиновом атмосфернике на 1,2 литра Раватрон. На примере модели L-Tros. Этот агрегат выдает 86 лошадей, что для кроссоверов вполне приемлемо. Но также СМИ Индии пишут, что под этим кроссовером могли отвести турбоверсию данной модели двигателя, которая дает уже 110 лошадей. Пока точно неизвестно, что именно запихнут сюда проектировщики. Предположительно, привод будет передним. Коробка либо полная механика, либо роботизированный вариант. В механике будет 5 ступеней. Полный привод не предусмотрен, так как в Индии это вообще не актуально. В целом это неплохой кроссовер, если будет соответствовать заявленному дизайну и получит хотя бы те же характеристики, которые были заявлены. Не стоит ждать от него чего-то европейского, это все же Индия, и этим вполне все сказано. Обойдется модель примерно в $7000. Будем надеяться, что этот комплект не включает индусов в багажнике. Ну а на этом все. Надеемся, обзор вам понравился. Чтобы не пропустить ничего нового, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и бейте в колокольчик. Ждем от вас комментариев, пробовали ли вы на своем опыте индийский автопром и как вы его оценили. До встречи в комментариях и в новых обзорах.